Всем привет! Сегодня мы отправляемся в одно из самых захватывающих мест префектуры Фукуи – огромный лесной парк Tree Picnic Adventure Ikeda. Это место уникально тем, что это не просто обычный веревочный городок, а огромная воздушная деревня прямо в кронах деревьев. Парк разделен на 3 масштабные зоны. Мега-зиплайн – главный экстремальный аттракцион парка, где вы летите над лесным каньоном. Adventure парк – гигантский верхолазный комплекс, который в свою очередь делится на 3 уровня сложности. Discovery Course для взрослых и любителей высоты, вот здесь указано на карте. Family Course для всей семьи и безопасный, и Kids Course для самых маленьких. Еще есть Convention парк, новая зона семейных развлечений с монорельсом и игровыми комплексами. Кроме того, здесь есть зона отдыха с гамаками на высоте 15 метров и подвесные палатки. Но наша главная цель сегодня – пролететь над лесом на мега-зиплайн. Но попасть сюда без предварительного бронирования практически невозможно. На сайте все билеты на сегодня были полностью раскуплены, но мы решили попытать удачу и все равно приехали. Вдруг кто-то отменил бронь или появится свободное место. И знаете, что нам невероятно повезло. Мы подошли к кассе буквально за 5 минут до начала самого последнего сеанса на 15:30. Нам оформили билеты в самый последний момент. Так что, если будете в этих краях, иногда стоит рисковать и спрашивать прямо на месте. После оформления мы отправились на станцию снаряжения вот здесь. Нас экипировали, провели инструктаж по безопасности, и мы поехали к стартовой точке. Время, необходимое для мега-зиплайн, 1 час. Парк закрывается в 5 часов, и мы не смогли сходить на другие места Adventure парк или Convention парк, и поэтому я поставила сюда фото и краткое описание. Еще есть гостиницы, места, где можно остановиться. Об этом я тоже ставлю описание в конце. До первой вершины полета нас везет вот такой очаровательный лесной монорельс-паровозик. Он медленно поднимается сквозь густой лес, и это создает невероятное предвкушение. Высота становится все больше, а деревья вокруг все выше. Мега-зиплайн – это самое популярное место в этом парке. На следующем месте находится Discovery парк. Это верхолазный парк. Я забыла сказать, что в Discovery парке есть еще 3 топ-корс. Подъем по стволу на самую верхушку кроны, прыжки с тарзанки и качание на гигантских качелях. Мега-зиплайн состоит из 2 отрезков общей длиной около километра. Первая линия – это 510 метров. Вы буквально вылетаете из леса и парите над глубоким горным ущельем на высоте 60 метров. Скорость ощущается потрясающая. И вот мы стоим на первой линии, которая длиной 510 метров. Сейчас мы полетим. На финише первой точки мы переходим на вторую линию. Она 480 метров, которая несет нас обратно прямо к той станции, откуда мы стартовали и где переодевались. Невероятный выброс адреналина и безумно красивые виды. 3, 2, 1, go!
感想。大丈夫？楽しかった？私も。Нам очень понравился полет. И сейчас мы пойдем на вторую дорожку. После такого насыщенного дня мы отправимся дальше. Кстати, если вы захотите остаться в парке подольше, прямо на его территории можно забронировать уютные деревянные коттеджи, домики на деревьях или даже подвесные палатки. Можно там даже останавливаться спать. Палатки, которые парят между стволами. А всего в 3 минутах ходьбы есть отличный горячий источник Каммурисо с ваннами под открытым небом. Здесь также есть и ресторан, можно делать барбекю. Таблицу с типами номеров и ценами на проживание я оставлю в конце этого видео. И также цены на все эти парки можете поставить на паузу и сохранить себе на будущее. Ну а мы сегодня ночуем в особом месте, в отеле Рюкани, прямо при знаменитом буддийском храме Ихейджи. Но это уже будет следующее видео. Я подробно покажу наш уникальный номер, атмосферу храмового комплекса и расскажу, почему это место считается обязательным для посещения каждому, кто приедет в префектуру Фукуи. Go! И вот мы вернулись на место старта. Если вы спросите, было ли страшно, нет, конечно же, это было вообще потрясающе. В прошлом году я в Австралии прыгала с парашюта, поэтому этот зиплайн мне совсем не страшен был. Вот цены прайс-лист парков и мест для ночлега здесь. На этом мое видео заканчивается. До новых встреч. Всего доброго.